Россия несколько раз призывала к созыву международной четверки, и мы знаем, что сейчас предпринимаются усилия для созыва этой встречи в ближайшем будущем. Еще не согласованы, однако, сроки, но время идет, и время оно идет против нас. Время, поскольку это время дает возможность Израилю уходить от выполнения требований о создании двух государств в Палестине. И вместе с тем Израиль продолжает проводить политику продолжения своих действий, которая свидетельствует о том, что он не желает решать палестинскую проблему на основе международной законности, на основе тех норм и положений международного права, которые приняты всем мировым сообществом. В том, что касается предстоящего российско-арабского форума сотрудничества, я думаю, что с этой инициативой уже достаточно мы запоздали. Арабские народы, наш народ с российским связывают глубокие и давние связи. Нужно было гораздо раньше начать практику созывов подобных форумов двусторонних. Но, как мы говорим по-арабски, да, лучше, как говорят по-русски, лучше поздно, чем никогда, и лучше, лучше, чтобы все-таки хоть когда-то этот форум был созван. И еще в 2010 был создан форум российско-арабского сотрудничества, и предполагалось, что уже в 2011 году будет созвана первая сессия. Однако в результате тех условий, обстоятельств, которые существовали тогда на Арабском Востоке, он не был созван в предполагаемый срок, и, наконец, было достигнуто соглашение о том, что 20 февраля здесь, в Москве, такая сессия состоится. Среди документов, которые были подписаны по созданию этого форума в 2010 году, 3 министра иностранных дел арабских стран будут участвовать. Это председатель этой тройки на данном этапе, это Ливан, который возглавляет комитет министров иностранных дел. Предыдущий министр, возглавлял это кувейтский министр, и будущий министр иностранных дел это ливийский министр. Кроме того, будет присутствовать министр иностранных дел Ирака, который возглавляет руководство, и, конечно, генеральный секретарь Лиги арабских стран Набиль Аль-Араби. 20 февраля мы ожидаем, что даже 19-го уже приедут министры, и накануне этой встречи будет проведена встреча экспертов, специалистов. Она состоится 18 февраля, то есть за 2 дня до начала первой сессии, для того, чтобы подготовить те необходимые документы, по которым будет идти дискуссия на этом форуме. И с российской стороны, как мы знаем, Сергей Лавров возглавит российскую делегацию. Мы считаем, что этот форум чрезвычайно важен для арабского мира, и в Лиге арабских государств надеются, что этот форум, эта встреча выльется в какие-то практические шаги по укреплению сотрудничества между Россией и арабскими странами. В целом эти отношения, конечно, плодотворные, но нужно их развивать. И 20 февраля на обсуждении будет рассмотрен целый комплекс вопросов двусторонних отношений. Там будут рассмотрены политические отношения. И,
Безусловно, палестинская проблема получит отражение, она явится одним из основных вопросов, которые будут обсуждаться в рамках той повестки дня, которая предполагается. И я думаю, что обе стороны, российская и арабская, будут рассматривать палестинскую проблему с одного угла, с одинаковых позиций, а именно с позиций всех арабских стран, а именно позиции, основанной на уважении международной законности и тех резолюций и решений, которые были приняты на международной арене. И наши друзья в России также заинтересованы в том, чтобы политический процесс развивался на основе международной законности. Палестинская проблема, как я сказал, займет важное место, и там это будет отдельный пункт в рамках политической повестки дня. Там будут обсуждаться также экономические проблемы сотрудничества между Россией и арабскими странами. Арабские страны и Россия заинтересованы в развитии экономических проблем, экономического сотрудничества. И я думаю, что этот форум послужит важным толчком для дальнейшего развития наших экономических отношений. И вы знаете, что в июне месяце будет проведена третья выставка Арабия Экспо в Санкт-Петербурге, и она тоже должна послужить активизации российско-арабского экономического сотрудничества. И Российско-арабский деловой совет в конце мая, начале июня проведет свои заседания также в Санкт-Петербурге, и это будет важным шагом на пути развития экономических отношений.